Ладно, я доверюсь интуиции и скажу, что белыми играл точно какой-то топовый шахматист. У меня нет никаких причин думать так, судя по партии. Точно, я видел. Ну, может быть, игроки уровня 1500, скажем. Что-то знакомое, я могу партию эту знать. 100 у обоих игроков. Какой позор. Плохие игроки вряд ли пошли бы на такой дебют. Ну, про 500 это как бы все равно не такой серьезный шахматист. Ну, как бы... Всем привет! Вы на канале Virtus.pro. Сегодня я буду смотреть партии шахматистов и угадывать их рейтинг. Так, начинаем смотреть первую партию. Так, с d4, d5, все. Так, конь с 6 это уже какая-то. dc, e4, e5, правда, e5 хороший ход. d5. Ой, конь d4 это совсем плохо. Ферзь d4 не побили, хотя, наверное, стоило. Хотя так тоже неплохо. Конь f6, ферзь d4, ну да, тут черные совсем плохо играют, белые играют логично, но в принципе сложных ходов делать не надо. d6, ферзь d8. По ходу слон f4 понятно, что эта партия, скорее всего, да, тут я буду строг к этой партии. Я думаю, что по ческому, ну может быть игроки уровня 1500, скажем. Ну, в принципе, более-менее логично. Я чуть переоценил, но 1250, да, примерно, короче, у обоих. Ну, в принципе, близко. Е4, c5, d4, какой-то гамбит, пока разумно. Так, ну как раз дебют под блиц. Е6, слон c4, конь f6, слон b4. Как-то вот, мне кажется, а6 здесь надо где-то ставить. Но я не эксперт в этих структурах, как бы. Я по 6 где-то ставил, ну, неважно. Ладно, слон b4 как-то выглядит очень опасно. 5 конь g8, да, конь e4. Да, здесь я бы сразу конь e4 пошел, но это уже детали, слон f4. Так, а3. Инициатива у белых сильная. g4, разумно. Слон 2 не совсем туда, непонятно куда. g5. Я думаю, это игроки... Блин, очень красивая позиция, кстати, но я думаю, что это игроки уровня... Если это ческом, скорее всего, это скинул... партию какой-то фанат. Фанат, скорее всего, играл в блиц, наверное, с игроком похожего рейтинга. Скорее всего, у них более-менее похожие рейтинги. И получается, может быть, я бы сказал, это 1600 у обоих. Ага, окей. Ну, видимо, это не мое угадывать рейтинги. Ну, как-то вот ход, ну как вот черными можно... со слоном на c8 остаться при пешках b7, d7. Это нужно, естественно, так стараться. Ну, я не критикую, просто это просто факт, да? Потому что я таких позиций еще не видел. Как бы без двух фигур остаться сразу и вот без каких-либо шансов вообще на ни на что, да, буквально. Так, эта партия уже вживую сыграна. Опять Найдорф. Да, разумно. Слон 4, так. В принципе, все по делу. b6, разумно, конь b7, какая-то, ну, может, сложная равная позиция. b4, конь b5, ну, хорошие шахматисты, мне кажется, играли, но черные переиграли. Да, в итоге какая-то ничья получилась. Я как будто бы, я что-то подобное видел. Сложно сказать, у меня вот ощущение по концовке, что я это где-то видел. Мне кажется, это известные люди играли. Ладно, я доверюсь интуиции и скажу, что белыми играл точно какой-то топовый шахматист. 2700 плюс белыми. У меня нет никаких причин думать так, судя по партии. Ну, точнее, есть, белыми неплохо играл человек. Может, не на 2700, но неплохо. Может быть, я смотрел какую-то партию на титульнике, может... Блин, это вживую партия сыграна. Тогда это все меняет. Оба игрока 2500. Точно, я видел, точно, да, я же видел это. Да, я вспомнил, да, конечно, я же чувствую, что я ее где-то видел. Только я понимал, что это блиц, но как бы думал, что это изначально титульник, может, какой-то, но я вообще забыл про матч. Да, это Даня Дубов против Нимана. Да, вот сейчас я просто вспомнил, как я эту партию смотрел. Дебют хороший, кстати. Уже, наверное, неплохие игроки, вряд ли. Плохие игроки вряд ли пошли бы на такой дебют, довольно глубокий. И, мне кажется, на таком любительском уровне не особо востребованный. Конь f6, ферзь b2, конь e4, разумно. g4.
Хотя вот здесь как-то... то есть это наверняка блиц какой-то. Ну, какая-то интересная партия. Очень разумная игра, мне кажется. Каких-то явных ошибок, ну, не видно. Вот здесь странный момент Е5, конь Е5, конь Е5, ладья Е5, ферзь d2, Е4, ДЕ. Ну, вот здесь Е3, наверное, было сильно. Е3 стоило, мне кажется, пойти. Ладья d5, слон c4 было сделано. Это может какой-то цветнот. Ну, давайте скажем ческом. Рейтинг 2500 у обоих. Господи. Ну, я подумал, что здесь может быть уже... Ну, 2500 это как бы все равно не такой серьезный шахматист. Ну, как бы хороший, но по меркам ческома... Я думал, что 2500 на ческоме так и играют, если честно. Ну да, здесь развалились, но это мог быть цитнот какой-нибудь там, не знаю. То здесь сразу не сдавались, как-то разумно. Ну да, что-то я переоцениваю, видимо. Так, давайте теперь буду недооценивать. Попробую новую стратегию. Едем дальше. 9 ходов. Так, Е4, d5, слон d3. Так, понятно. Так, конь f6. Рокировка, слон g4, h3, конь e5, hg, конь g4, конь e5. Если бы был рейтинг 100, то это, наверное, вот он и есть. Ну, давайте 200, чтобы диапазон. Окей, ну Магнус просто дебют такой разыграл, видимо, да, чтобы дать как бы шансы. Да, конь e5, ну вот, да. Ладья e1 можно было пойти. Прикольно. Так, быстро пройдемся. Так, e3, какая-то разумная партия. Ферзь f3. Ну, разумная игра. Неплохие шахматисты играли. Ферзь d3, правда, не совсем понимаю, куда. Слон g3 еще был какой-то ход, да? Ну, неважно, ладно. Ой, слон d5, c4. Да, черным играл, наверное, я так подозреваю, очень сильный шахматист. Давайте возьмем 2660 плюс. Белыми играл 2500. Ну, Цукерторт как будто бы, мне показалось, более качественный шахматист. Так, хорошо. Ну, можно сказать, что угадал, да, тоже? Так, последняя. Так, слон c5, ферзь e2, слон e3, взяли, f3. Так, вот здесь длинная рокировка хорошо смотрелась, наверное. Но это слабая партия, особенно от белых. От черных-то, может, неплохая. Ощущение, что... Хотя вот тоже ДЕ такой ход. Хотя, может, ДЕ это нормальный ход как раз. Но ладья D1 это вообще как? Что за ладья D1? Да, в общем, в этой партии игру белых я не понял, черных понял не на 100%, но она более внятная, чем игра белых, как мне кажется. Вот ход ладья D1 я не совсем могу, как бы. А король C1 это вообще... Ну, нет, это вообще... Я что-то даже не обратил внимания, что было сыграно король C1, король D2. Ну, это, видимо, как бы совсем... Может быть, более-менее неплохой шахматист против совсем слабого шахматиста. То есть это, ну, скажем, 2200 против 1100. Ну, как-то совсем. Прикольно. Так, ну все, да, на этом. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Это оказалось сложнее, чем я думал, но я буду прокачивать свой скилл угадывания Элла, и надеюсь, вы будете присылать по ссылочке в описании свои партии, если хотите, чтобы я это делал. Всем спасибо, подписывайтесь на канал Virtus.pro, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.